Чтобы для нашей сумки сделать чехол, я взяла вот такую белую плотную ткань. Она практически не тянется. Я уже отрезала. Как нам отмерить нужную длину? Берем нашу сумочку. Я ее выкладываю на ткань. Не забываем то, что у нас внутри все-таки имеется некий объем, да, мы должны его как бы прибавить. Вот здесь у меня два полотна, которые буду я сшивать между собой. Если мы берем, вот с одной стороны у нас до середины сумки, с учетом того, что край будет у нас оверложен, то сумка получится прям полностью занимает все место нашего каркаса. И с этой стороны, со стороны дна, то же самое. Вот, отгибаем, если одну половинку ткани, плюс еще оверлок вот так вот у нас отрежет, обметает края, и получится то же самое. Это чтобы нам правильно отмерить. В данном случае у меня сумка вот с такими размерами. 28 сантиметров ширина сумки. Ну и высота сумки без учета ручек тоже 28 сантиметров. Соответственно, я беру ткань от сумки ниже на 4 сантиметра. С этой стороны, ну, с этой у меня там 5 сантиметров. И с этой стороны тоже где-то около 5 сантиметров. Нет, по 4 сантиметра с половиной где-то получается. Это на двух полотнах должно быть. С учетом швов и оверлока. Теперь по высоте. Сумка, точнее чехол нашей сумки должен быть выше самого каркаса сумки. То есть вот где-то вот так вот. Я подвину, примерно покажу. Вот так вот должна она торчать. Чехол должен торчать из нашей сумки вот настолько. И здесь будет шнуровка, которая будет вот так затягивать все. Как мы отмеряем? Вот прикладываем на ткань и подгоняем под нужный размер. Я потихоньку двигаю. У меня два прямоугольника я отрезала. Ну вот, в принципе, вот так вот. Достаточно, когда чехол будет заполнен телефоном, косметичкой, какими-то личными предметами, она еще немножко подогнется вовнутрь. Вот, значит, нам нужно отрезать. Вот как раз-таки вот этот вот загиб, он должен быть в окончательном виде. А так как нам надо сюда сделать еще строчку, в которой у нас будет шнурок, нам нужно прибавить это место. Вот в моем случае это 4 сантиметра. Значит, я еще 4 сантиметра как раз-таки вот сюда выдвигаю. На 4 сантиметра. Итого у меня будет полотно размером так 35 плюс 4 будет 39. Значит, 39 сантиметров длиной у меня одна деталька. Вот. 39 сантиметров. И вторую детальку мы также отрезаем 39. Общий размер детальки 39 у меня на 38. Сумка у нас квадратная. 28 на 28. И, соответственно, мешочек у нас практически квадратный, только за счет вот этой части он будет длиннее. Но с учетом того, что у нас еще будет все подшиваться, он будет меньше. Теперь отрезаем вот так наши 39 сантиметров. Очерчиваем линию. Почему я черчу так? Чтобы линия сразу была здесь и вот здесь. То есть сразу отмечаю на двух полотнах. И теперь вырезаем. У меня синий мелок. Он потом отстирывается, но зато его очень хорошо видно.
Раз кусок. И два кусочка. Ткань у меня плотная, не просвечивает. Но еще как вариант можно здесь вышить какой-нибудь логотип или надпись, или рисунок, если есть у вас швейно-вышивальный блок или швейная вышивальная машинка. Все, я вырезала. Теперь нам нужно на верлаке прошить наши края. Все, у меня две детальки проверложены. И еще такой момент. Почему я сделала две детальки? Потому что у меня было два куска разных размеров, и я из них вырезала. А если у вас, допустим, один длинный кусок, у которого есть вот эта нужная длина или ширина, вы можете этот длинный кусок вот сложить вот так вот. Да, допустим, здесь вот нужная нам длина получилась с двух сторон, и посередине как бы вот сгиб, то можно оставить и так. Так даже будет лучше. У меня просто были маленькие куски, и я из них вырезала из разных кусков. Поэтому я и со всех сторон и прошлась оверлоком, и буду подшивать это. Вот. Теперь, когда полностью проверложены со всех сторон две наши детали, нам нужно будет сделать загиб для шнурка. Иногда делают там в 2 загиба. Ткань вот так вот загибают, там раз загиб, 2 загиб. И вот получается такая толщина. Я же предпочитаю пройтись оверлоком, и потом на нужную нам длину мы вот эту часть, которую мы оверложили, мы ее подгибаем вот так и подшиваем. И тем самым у нас нету толщи ткани, то есть у нас там нет несколько слоев ткани. Вот. Сейчас мы как делаем? Подгибаем наш край, да, но изначально мы знаем, что у нас вот эта часть как раз-таки вот длина, высота нашего чехла. Это ширина сумки. Просто я развернула, мне так удобно. Мы загибаем вот одну часть, как раз-таки по оверлоку, и загибаем сверху на нужную нам длину. Сейчас мы проверим. Так, по длине у меня, да, вот так вот. Сначала мы эту часть должны подшить. Так, отложила с учетом запаса шва. Вот, значит, вот эту часть мы теперь загибаем. Теперь на наших двух деталях нужно поставить отметки. Вот я поставила отметку от самого верха 6,5 сантиметров. Это будет место, где мы начнем сшивать боковые швы. Здесь, ну это я сначала нечаянно, больше взяла, потом подправила. Вот. И как раз-таки потом, когда мы сделаем боковые швы с двух сторон, именно до этой метки, вот у нас будет вот так вот, с этой стороны, и вот с той стороны у нас должно получиться, вот так она будет между собой сшита боковым швом. И вот с верхней части мы загибаем как раз-таки оверложенный край, там буквально 5-7 миллиметров где-то. И вот эту часть мы делим пополам как раз вот до этого шва, который у нас будет. Это у нас изнаночная сторона, лицевая у нас внутри. Конечно, мы прошиваем лицевая к лицевой, складываем и прошиваем с изнаночной стороны. Завернули мы. И потом, когда у нас получится вот здесь, потом у нас получится вот такой вот красивый элемент. Вот они будут сшиты между собой. Вот здесь вот. Здесь будет место для шнурков. То с этой стороны, с лицевой, у нас получится вот так. И будет ровные, красивые швы, которые будут внутри. Будут сшиты между собой, вот отсюда будет шнур. Сейчас ничего не подшито и непонятно, да, не совсем.
Поэтому подшиваем. Поставили отметки 6,5 сантиметров. Изнанка, изнанка. Складываем лицо к лицу. И на 6,5 сантиметров на изнаночной стороне мы подшиваем вот так вот прямую линию. Это у нас длина сумки. Здесь у нас ручки у сумки. Поэтому прошиваем с этой стороны боковой шов, прошиваем его, и можно сразу прошить дно. Также прошиваем вот как раз таки на отступе 5 миллиметров от оверложенного края. Прошила я края, уже даже разутюжила швы. Меня в школе учительница всегда по трудам говорила: мы не гладим, кошку гладим, а швы мы разутюживаем. На всю жизнь запомнила по урокам труда. Вот. И сразу же я заутюжила вот эти части, где у нас будет шнурок. Как раз по отметкам начинала шить от отметки и вот так по кругу до следующей отметки. Сразу же проутюжила вот эти места на шов на верлаке и пополам загнула. С лицевой стороны у нас получается вот так красиво, аккуратненько. Вот этот мелок он потом сотрется у меня. И сейчас нам нужно сделать строчку по кругу. Так, полностью по кругу прошиваем единой цельной строчкой. Как раз таки наши вот эти швы, они будут вот так раскрыты. Вот здесь все будет вот так ровненько соединено строчкой. А вот эта часть у нас должна остаться открытой, потому что в ней будет шнурок. Прошиваем. Теперь, когда уже полностью прошит у нас наш чехол, вот, можно еще раз все проутюжить с этой стороны и с этой стороны. Синий мелок, его потом не будет. Вот, получилось все красиво. Теперь нам нужно его вывернуть. Если у вас получился вот такой уголочек, мы этот уголочек загибаем. Рука у меня вторая внутри. Я его захватываю и выворачиваю. Можно его оставить так. Чуть-чуть туда его еще вправить. Или вытащить, чтобы сделать острый угол. Я не буду делать острые углы. Это не наволочка, не пододеяльник. Поэтому оставлю так. На руке это у меня остатки проверки косметика. Не оттирается. Вот водостойкая какая. Поэтому простите, не могу оттереть. Вот. Так, второй уголочек тоже вытаскиваем. Алиса, стоп! Все, вывернули мы наш чехольчик. Кстати, вот этот шовчик можно потом еще тоже проутюжить. Теперь нам нужно 2 шнура, чтобы вставить их в наш чехол. Какой длины? Мы измеряем его таким образом. Вот шнур нам нужно сложенный пополам. Вот сложен пополам, чтобы вот середина шнура вот от этой части и вот до этой части вот осталось свободно примерно, сейчас скажу, сколько у меня тут линеечка есть на столе, прям куда удобно, вот 20, 30, 20 сантиметров, плюс 20 сантиметров к основной длине, ширине сумки. Нужно 2 таких шнура. В моем случае здесь у нас, по-моему, 1,20 м у меня шнур. Да, 1,20 м у меня здесь. Берем булавку. Не маленькую, не сильно большую, такую среднего размера. Вкалываем и вставляем нашу прошитую
в нашу прошитую, ну, вы поняли. Я забыла, как называется. Бывает. Вот. И протаскиваем. Нам нужно вытащить шнур вот здесь. Вот здесь мы его вставили. Отсюда мы кончик наш, который с булавкой, вытаскиваем. Этот кончик нужно следить, чтобы не убежал. Вставляем и тащим. Мы его как бы по кругу оборачиваем. Это нужно сделать для того, чтобы потом, когда мы будем пользоваться этим чехлом, мы могли затянуть, растянуть, чтобы что-то положить или что-то взять. Так, я почти дошла. Вот. Это у нас первый шнур. Мы его засунули отсюда. Теперь отстегиваем эту булавку с этого шнура и во второй такой же шнур надеваем, застегиваем. И теперь с этой стороны мы должны сделать точно так же по кругу. Ставили и ведем шнур. У нас шнуры должны быть с двух сторон. Вообще такой чехол можно шить и из более мягкой ткани, из более какой-то прозрачной ткани. У кого что есть. Но я вот эту ткань покупала специально для сумки. Так, вот я пришла, видите, наши те два конца от шнура. И мы проходим их и дальше вставляем. Покупала эту ткань как раз-таки для сумки сиреневой, который тоже у меня есть. Мастер-класс онлайн на канале. Но в итоге я решила, что буду еще одну сумку делать, и как раз этот чехол и туда, и сюда я смогу использовать. Так, вот. Вот у нас получается с двух сторон шнуры. Булавку снимаем, она нам больше не нужна. Вот этот шнур немножко подтягиваем, чтобы были они одной длины. Так. Этот шнур у меня с сердечником. Я сделала белый, потому что, чтобы было как-то контрастно на этой сумочке, там еще будет декоративная кисточка висеть. Тоже есть мастер-класс на канале, как делать. И вот этот шнур мы завязываем просто в узелочек. Можно, кстати, кончик подпаять зажигалкой, чтобы сердечник не сыпался. Так, все. Подпаяли. Теперь завязываем узелок. Просто делаем узелочек. И его вот так сюда тянем. И здесь то же самое. Угу. Слетела. Так. Теперь с этой стороны. Вот здесь вот у меня очень сильно торчит сердечник. Я его подрежу. Вот здесь тоже. Поджигаем. И узелочек. Раз.
и 2. Вот наш чехольчик готов. Проверяем, как он затягивается. Вот. Именно поэтому мы вставляли таким образом эти шнурки. Теперь растягиваем. Оп. Все. Наш чехол готов.